Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Ваше ближайшее будущее. События ближайших дней. Таро на неделю с 12 по 18 августа. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Всегда говорю, будем реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но и жизнь не бывает полностью предсказуема, поэтому, надеюсь, наш расклад будет вам чем-то полезен. Просчитать свою стратегию, тактику на пару шагов вперед. Итак, первое. Ваше ближайшее будущее. Первую карту мы так и назовем. Или что важно знать, с какой сферой жизни будет это связано в ближайшие дни. Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергия денег в ближайшие дни и личная жизнь. Давайте мы достанем сразу карту совет, вот так, и начнем. Что же будет важно? Что вам придется решать? Вопросы партнерских отношений. Конечно, это может быть и личная история, это карта верности, это карта искренних отношений, когда люди друг друга понимают без слов. Пусть это будет касаться вопрос даже денег, к примеру. В целом партнерские отношения, они могут проиграться по-разному. Но в основном, конечно, это у нас кубки, поэтому личная жизнь, вопросы личной жизни. И где-то это период еще до середины августа, когда вы можете решить какие-то очень такие основополагающие вопросы, если таковые в вашей жизни имеются. И если вы в паре, то тут установить как раз взаимопонимание, у кого-то примириться или выработать правильную стратегию, тактику на последующий период времени, если вопрос касается даже вашей семьи. Найти какой-то баланс взаимодействия, взаимопонимания. Вообще благополучная карта, что важно знать. В целом быть дипломатом — это будет важно. Чего не избежать или неожиданности, восьмерка жезлов. И это у нас карта скорости. Где-то вы можете набирать темп постепенно, или какие-то дела могут активизироваться. Новость сама по себе может к вам прийти в ближайшие дни, и вы должны на это как-то отреагировать. Вы не можете какое-то дело оставить на потом. Не обязательно, что вы выносите вердикт, но, по крайней мере, карта предусматривает, что мы откликаемся. Пусть это будет ваша позиция как нечто среднеарифметическое, но сказать, что мы уходим, как будто закрываемся, то нет. И здесь, безусловно, у каждого будет по-своему. Благополучная карта, пусть не в этой колоде, есть такое значение, как происходит трансформация. И мы, опять же, отменить это не можем, поэтому и какая-то ваша реакция, она предполагается. Но это те перемены, которые для вас необходимы. Вы с чем-то попросту должны определиться в ближайшие дни. Что вам может помешать? Восьмерка мечей. Вот та картина мрачная, которая нам нарисована на карте, это то, что видит девушка. Она смотрит вглубь себя. Глаза ее завязаны. Нам художник изобразил как раз, какой мрак ей кажется, что ее окружает, холод. И это само по себе ощущение, что я никому не верю. Или у меня какие-то, словно вокруг меня, барьеры. У меня нет возможности двигаться, у меня нет возможности что-то предпринять, а на самом деле это не так. В целом карта сомнений, внутренних страхов, какой-то ненужной глубокой философии. И этому всегда не время, но, видимо, здесь делают акцент в эту неделю, и для вас это будет наиболее актуально. Вы будете в чем-то сомневаться. Или по предыдущим картам, как двойка кубков, это может быть сам по себе выбор в любой сфере жизни, который вам нужно сделать. Но плюс еще и восьмерка жезлов может дополнять того значения, что выбор именно в ближайшие дни вам придется делать. Вы чего-то не сможете отложить на потом. И понятно, что нужно быть реалистом и не устраивать в каких-то вопросах глубокую философию. Давайте посмотрим, что же будет вам помогать.
надежные отношения. Может быть, это есть какая-то данность по части денег, работы, вашего прогресса какого-то, с тем или в том союзе, в котором вы находитесь, как раз и будут те взаимоотношения, которые помогают. Советы людей или участие, или совет ведь тоже добрый, или тот, который мудрый совет, будем говорить, как правильно поступить, как правильно разрулить какую-то ситуацию. Очень бывает, кстати. И по шестерке кубков это проходят те люди, особенно в этой колоде, обратите внимание, двое детей. И в этой колоде имеют цвета значения. У детей белые волосы, символ чистоты. Чистоты имеется в виду, только в детстве мы не бываем связаны какими-то меркантильными мыслями. Мы больше отзываемся именно душой. Вот у вас есть какой-то человек, мои дорогие овны, кто вас любит, и чьи советы будут важны, или к ним стоит прислушаться. Или буквально ваша семья, ваши близкие, может быть, это даже один друг, или ваш любимый человек вас в чем-то поддержит. Поэтому, как и, может быть, рассмотреть альтернативный вариант действий, или вместе сообща принимать какое-то решение, это то, что вам будет помогать. Что скрыто? Определенное ожидание. У кого-то это могут быть деньги в рост, у кого-то могут быть вопросы, связанные с банками, взятие кредита или погашение. И если вы хотите вот за одну неделю что-то погасить, я не могу сказать, что вот как-то однозначно видят карты. Может быть, и есть вот такой посыл быстро что-то сделать, а скрыто нам показывают паузу. Да, если мы говорим деньги в рост или как сохранение как раз денег, то можно воспринимать эту карту как совет. Есть еще и другой момент, что не трать деньги, деньги в последующем могут задерживаться по разным причинам. И семерка пентаклей часто говорит о тех событиях, на которые мы-то вот не влияем. Это могут быть в последующем, я могу предположить, пусть не для всех, но как вариант, задержка выплат или сбои в каких-то, может быть, электронных системах расчета, или еще какие-то досадные недоразумения, когда для вас, мои дорогие овны, будет важно иметь наличность или иметь конкретно деньги. Продумайте, это тонкий какой-то вопрос. Или есть еще такой позитивный момент, когда что скрыто, уделяя внимание только тому, что надежно. Мы с вами только что об этом говорили по карте шестерка кубков. Что вам помогает? Ведь пентакли в семерке пентаклей растут на дереве, дерево уходит корнями вглубь. Это символ надежности, роста, благополучия, благосостояния, но не быстрого. Поэтому и вы где-то набираете ваш какой-то темп, какие-то ваши вопросы. Они не могут быть, по крайней мере, все решены быстро. Какая-то дистанция, она предполагается. Вы можете себе что-то распланировать и назначить конкретную дату. Так вот, даты тоже могут меняться. Примите это к сведению. Дела, работа, бизнес. Нечего добавить. У вас продуктивный период. Карта Солнца. Вы можете получить какие-то важные документы, совершить согласование, какие-то новости по части вашего бизнеса, по части построения вашей карьеры. Или, может быть, как соглашение, контракты важные вы подпишете. Солнце – это многогранная карта, карта радости и счастья. Значит, как минимум один вопрос решится для вас. Но ведь это еще карта выбора правильного направления. И вот те задачи, те вот, если мы говорим события ближайшего будущего, которые умещаются в неделю с 12 по 18 августа. Это будет основополагающее значение иметь до конца 2024 года. Если что-то и становится на паузу, то это все равно как механизм какой-то запущен. И все придет в свое время. Но если мы говорим о выборе, то, скорее всего, в этот период вам придется с чем-то, да, определяться. И это будет иметь значение до конца 2024 года. Энергия денег. И вот где-то нам вторят принцесса Пентаклей. Мы не торопимся. Внимание к мелочам. По этой карте что-то нужно будет просчитывать на пару шагов вперед. Будет важен ваш опыт.
ваша где-то уверенность. И хоть на нашей принцессе Пентаклей красный плащ, я сказала, цвета имеют значение. И имеется в виду это как Марс, который словно толкает спину, хочется быстрее с чем-то завершить. Или быстрее решить какой-то вопрос. Может быть и денежный. А вот как раз семерка Пентаклей, которая выпала, что скрыто. Я не могу сказать, что очень быстро что-то решится. Или карта для кого-то из вас будет говорить: приобретай опыт. Ведь принцесса наша держит пентакль в одной руке, а в другой пучок колосьев. Пучок колосьев – это символ как раз опыта, знаний, того, что вы уже умеете, и то, что должно быть продолжено. И она поднимает вот этот символ выше, чем пентакль. Поэтому какая-то ваша стратегия и тактика на далекий период времени имеет очень важное значение за период с 12 по 18 августа. Внимание не просто к деталям, к мелочам, а вот если мы говорим про счет все же пентаклей, ну, наверное, просчитать те ситуации, именно денежные. А что я буду делать, если у меня вот что-то пойдет не так? Или мы сказали, деньги задерживаются. Вот быть очень прозорливым, мои дорогие овны, по части денег или каких-то дел согласования, которые так или иначе завершаются деньгами или к ним сводятся. Может быть, это недвижимость или какие-то последующие заработки. Словом, вы не должны себе навредить. Личная жизнь. Прекрасная карта – это карта легкости на подъем. Вот и с восьмеркой жезлов как раз может свидетельствовать о том, пусть это на личную жизнь, но личная жизнь не всегда про любовь. У нас, кстати, любовь выпала, двойка кубков в самом начале, что важно знать. И это взаимодействие началось с двойки, обратите внимание, двойка заканчивается. Да, есть смысл прислушаться к каким-то мудрым советам знающего человека или того, кому вы доверяете. Есть еще и те новости, события с учетом восьмерки жезлов, что вам действительно придется куда-то отправиться, может быть и недалеко, чтобы либо решить какой-то вопрос, либо подписать документ, или известие приходит, что вам именно сейчас нужно приложить к чему-то усилия. У кого-то эта карта может, с учетом карты Солнца, говорить: вы находитесь, к примеру, на работе. И вам могут предложить выполнить даже ту работу, которая вам не свойственна или которую вы прежде не делали. Вам могут предложить занять на какой-то период времени, предположим, руководитель заболел или руководитель высшего более ранга или какого-то звена, который над вами как будто стоит. И с одной стороны, к примеру, это отчет. И вы не должны это делать. Вы можете отказаться. Но карта двойка пентаклей говорит: ты не отказывайся. Не отказывайся от нового. У кого-то это будет каким-то образом увязываться с работой или согласованием документов. Может быть, новый путь для организации своей жизни. И вот здесь попробовать как раз новое очень хорошо. Карта спонтанности. Не продумывай что-то пока очень далеко, когда тебе что-то предложили. Ты попробуй. Ты не как будто не ввязывайся в какие-то ограничения в плане не бери на себя обязательства. Но вот как проба, она как будто помогает. И тогда вполне вероятно это может означать новый какой-то этап либо в вашем творчестве, в вашем труде, как ваши амбициозные планы могут с первого какого-то шага иметь продолжение до конца года, и это где-то начинается вот с этой недели. Правильное взаимодействие с деньгами, об этом нам тоже говорят, потому что 2 пентаклей у нас жонглер, он подбрасывает пентаклей, и в этой колоде карт нам говорят: пробуй, пока не надоест, или не получится. Вот можно расценивать как совет. Должна сказать, что даже какая-то спонтанная мысль, предположим, приходит в голову, вам, вашей паре даже: давай организуем новый бизнес, семейный бизнес, попробуем организовать, может быть, как интернет-магазин. И это вот проба пера, первые какие-то шаги. По части вот все то, что связано с торговлей, все же у нас изображены корабли, один из символов Меркурия, это легкость на подъем, это
где-то и передвижение, но это успешная торговля на последующий период. Это успешная, ну не совсем торговля, ну-ка, если вы продаете свои услуги. Вот какой-то новый метод взаимодействия или новый способ заработка. Есть какой-то прогресс по этой карте, который вы можете увидеть потом. Так вот, если про обязательства, то тогда не время. Но если попробовать себя в новом деле, идеальный период. Давайте откроем карту «Совет». Но будь внимательна, вот эта карта про образ Медузы Горгоны, которая, как известно, пострадала из-за наивности и из-за доверчивости. Поэтому держать вам руку на пульсе придется. Что-то просчитывать, наверное, не на пару шагов вперед, а еще куда-то дальше. Я не могу сказать, что всем подряд доверять. И нам сказали, у вас есть, может быть, один только человек, который достоин такого доверия. Быть, знаете, в моменте здесь и сейчас. Почему? Потому что нам могут что-то обещать. И мы ведь говорили только что, не бери на себя обязательств. Не надейся на тех, кто тебе сегодня где-то обещает, что я тебе завтра помогу. Или не участвуй в тех проектах, которые тоже тебе могут быть поданы как какое-то, знаете, прибыльное дело, которое будет процветать, продвигаться. Нет, рассчитывай сам на себя. Могут быть, по крайней мере, люди, которые вам могут красиво что-то пафосно говорить, а за этим ничего не стоит. И тогда даже некоторые люди на этой неделе, кому вы относились очень хорошо, или вы были уверены, что человек, он, ну, определенным доверием для вас обладает. Вы здесь тоже можете пересмотреть. Все-таки принцесса мечей больше говорит о настороженности. И вы даже, я могу предположить, от кого-то можете отказаться от общения с кем-то. Но тогда это сделать нужно красиво. Одним словом, карта совет. Будьте хитрее. Мои дорогие овны, есть один человек, которому стоит доверять. Или с которым, ну, может быть, стоит продолжать какое-то сотрудничество, историю или личную историю. Может быть, есть помимо личной истории какое-то дело, которое вы не можете решить в одиночку. Тогда вы можете это проговорить, и я могу предположить, что вы будете поняты, или, по крайней мере, какая-то ситуация для вас точно прояснится. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.